Думаю, личность Стрелка не нуждается в особом представлении. Это одна из ключевых фигур зоны, легендарный сталкер, что первым смог добраться до ЧС, минуя многочисленные отряды монолитовцев и выжигатель мозгов. Не сказать, что не было других легенд зоны. Можем вспомнить группу свободовцев во главе с Миклухой, которые сумели добраться до Припяти при еще включенном выжигателе и успешно продержались там целый месяц. У меня было видео про них на канале, но именно Стрелку и только ему покорилась ЧС. Но как связаны Стрелок и наемники? Как вообще произошло такое, что их судьбы пересеклись? Ведь в тени Чернобыля наемники изрядно попортили нервы Стрелку на дикой территории и едва не помешали тому проникнуть в X-16. И вот тут начинается самое интересное. Для начала мы должны обратить внимание на то, что Стрелок уже не тот, что был прежде. Он уже не пытается бороться с зоной. Вместо этого он ее защищает. Вернее, делает все, чтобы изолировать зону от остального мира, дабы сдержать ее распространение. Он уже не публичное лицо. Его так просто в баре не встретишь. Да и со Скифом он знакомится тогда, когда этой встречи уже не избежать. Как говорил Рихтер, Стрелок сам найдет тебя, если захочет. Заметьте, не наоборот. И вот в таких условиях, когда ты действуешь из тени, а во врагах у тебя все и Искра, и Варта, и же с ними, тебе нужно что-то, что поможет выполнять твои планы, не выходя из роли серого кардинала. Какой-то инструмент, который реализует все задуманное тобой, не будет задавать лишние вопросы и доебываться до твоих идей, не будет им сопротивляться. И вот тут на помощь Стрелку приходят наемники. В зону пришла Варта, и не всем это пошло на пользу. Но если долговцев они просто накрутили с договором D4, в результате чего те утратили ключевую базу на ростке, то за наймами и вовсе начали лютую охоту. Варте, как полицейскому зоны, не нужны были профессиональные одиночки, готовые за баблой на саму Варту напасть, если заказчик попросит. Вооруженные до зубов профессионалы, способные оказывать жесточайшее сопротивление, Варте ни к чему. Это хаос, который мешает контролю. Поэтому Варта начала методично уничтожать наймов, что привело к тому, что общая численность группировки снизилась, заказов стало меньше, да и выполнять их стало труднее. На общем фоне, вероятно, возникли проблемы с вооружением и призывом новых бойцов. Из-за этого наемники даже стали вербовать обычную шпану, бандитов, в свои отряды. Вы можете задать резонный вопрос, как так вышло, что наймы до сих пор не разбогатели в зоне, находясь в ней столько лет. Но мы можем предположить, что часть старожилов ушла, а на их место пришли новые бойцы, у которых времени на то, чтобы стать миллионерами, еще не было. Стрелок умело воспользовался этой ситуацией. Ему всего-то нужно было прийти к обнищавшим наймам с кучей денег. Не сомневаюсь, что деньги у Стрелка были, как и нужная связь. Он связался с посредниками, либо вышел на наймов напрямую, что и послужило началом ситуативного сотрудничества. Разберем же его подробно, для каких целей использовал наемников Стрелок и как они взаимодействовали. Достоверно известно только об одной группировке наймов, с которой сотрудничал Стрелок. Это группа Грифа. Он отправил их в железнодорожный тоннель на востоке кордона, чтобы убить Темного. Темный — это агент осознания, которому была поставлена задача убить Стрелка. Его досье до сих пор лежит в лаборатории X7. Группа Грифа состояла из него самого, Крикуна, Джима и других наймов. Общая численность составляла около 10 человек. Стрелок явно любил перестраховываться, отправляя по 10 человек на убийство одного сталкера. Впрочем, будем честны, цели наймом он ставил самые солидные и опасные. Убийство обычных сталкеров – плевое дело, а когда намечается рыбка пожирнее, тут же оказывается, что наймы не такие уже и профи. Планам Стрелка помешал Скиф, перебив всю группу наймов, о чем Стрелок сам сказал ему в лаборатории X3. Из всей этой группы наиболее интересен ее глава, Гриф.
Это самый секретный персонаж Зова Припяти, который упоминается в КПК наемников, но лично встречается только, если вы пройдете задание «Сделка» за Моргана и Сыча. Он отвечал за снабжение наемников и договоренности с предателем Долга Морганом, который торговал долговским вооружением за деньги и продавал его различным группам интереса, в том числе наемникам. То, что Гриф охотился за Дегтяревым, Стрелку, как мы видим, помехой не стало. Старые обиды быстро забываются, в расчет принимается лишь квалификация и текущие реалии. Но к этому мы еще вернемся. Планировал ли Стрелок вообще платить наймам, неизвестно, ведь из них никто не вышел. Однако факт, чтобы изолировать зону, Стрелок готов идти на сделку с самим тем самым. Итак, первая связь Стрелка с наймами установлена. Группа Грифа. Задача – убить Темного. Причина провала – Скиф. Но вы думаете, что Стрелок этим ограничился? Не тут-то было. И сейчас мы пойдем в темные леса теорий и домыслов, дабы попытаться понять весь план Стрелка полностью. И делать мы это будем хронологически, по мере возникновения новых проблем. А найманці, значить, твої друзі. Брудно граєш. Замовлення на вбивство Темного. Кого ще? Воюєш з усіма. Використовую все, що можеш. Вони мій запасний план. І якщо ти тут, значить цей план провалився. Зоні до смертей не звикати. Итак, после событий в Нейчазе Полдень становится монолитом. Конечно, такое событие не могло пройти мимо Стрелка. В рамках плана по изоляции зоны он решает изучить причину столь сильного зомбирования полуденцев в Диком острове. С этой целью он посылает туда группу наймов во главе со Шкипером и Ватом, чтобы они нашли излучатель и передали его Дегтяреву. Об этом узнаем из КПК Шкипера. Намек очень жирный, заказчик знал Монолит еще до событий в Нейчазе. И вот тут, внимание, группа разделяется. Заместитель Шкипера Ват вместе со своими людьми, нанятыми бандитами, отправляется в лагерь Тихого к профессору Лодочке, чтобы похитить того и допросить его о местонахождении излучателя. После активации сигнала Лодочка покинул свой бункер и сам лично отправился в лагерь Тихого, чтобы найти там мощный радиопередатчик и предупредить всех о возникшей угрозе. Но наемники об этом прознали. С этой задачей они легко справляются, ведь профессор остается сам, без малейшего прикрытия, ведь все полуденцы зомбируются и превращаются в монолитовцев. Наемники начинают его допрос в лагере Тихого на юге Дикого острова. Но план с треском проваливается. Профессора вызволяет Скиф, попутно убивая всех наймов. Ват не успел узнать ничего об излучателе у профессора. Бив його. Так, найманця. Ват, здається. Він обіцяв, що продовжить. За водою пішов. Сказав, що якщо не захлинуся, то точно все розповім. Тем не менее, местонахождение излучателя становится известным. И как только Скиф его подбирает, на выходе его встречает уже сам босс Вата, Шкипер, и его люди, бандиты. Как и говорил ранее, у наемников проблема с наймом новых людей, поэтому они уже пользуются услугами обычной шпаны и деваться некуда. Заботливые сценаристы опцию отдать излучатель Шкиперу, аки измененный штурвал вопли в Зове Припяти, не оставили, и мы вынуждены драться с наймами за право покинуть убежище полдня в целостности и сохранности. И тут важно не забыть забрать КПК Шкипера. Как я говорил ранее, он намекает на личность Стрелка, как тайного заказчика наемников. Впрочем, план Стрелка проваливается, излучатель Дегтяреву не достается. Вместо этого он отправляется на депо Ростка к Шраму или на базу Варты в химзавод, в зависимости от выбранного пути. Вторая связь Стрелка с наймами установлена. Группа Шкипера Вата. Задача – раздобыть источник излучения на Диком острове. Улика – КПК Шкипера. Причина провала – Скиф. Навряд чи. После убийства Фауста на дуге в зоне ни с того ни с сего объявляется доктор в рыжем лесу. Как раз в момент, когда он нужен больше всего.
Но то, что это Фауст, мы поймем позже. А вот Стрелок, такое ощущение, догадывался обо всем с самого начала. Когда дело доходит до убийства легенды Зоны, пора забыть о прежних обидах. Только бизнес и ничего кроме. Волкодава Стрелок знал давно. В 2012-м он воевал с его бойцами на дикой территории, пытаясь спасти профессора Круглова. Но несмотря на то, что тогда Волкодав был его злейшим врагом, спустя годы, в 2021-м, ситуация кардинально поменялась. И теперь Стрелок пользуется услугами Волкодава и его группы для устранения Фауста. Впрочем, если мы внимательно изучим диалог с Ярлом, узнаем, что наймы своего заказчика в лицо не видели. И согласитесь, это довольно странно, учитывая пикантность ситуации. Найманців ти знайшов. Тільки ми нікого не вбивали. Нас прислали сюди знайти доктора. Я казав Волкодаву, що не треба з цим замовником працювати. Ми ж його навіть не бачили ніколи. То ваш замовник. Не знаю. Його ніхто не бачив. І замовлення його нічим хорошим не кінчаються. Мого коріша послав на Дикий острів після того, як час накрився. Більше він на зв'язок не виходив. Не треба було це замовлення брати. Не треба. Как профессиональные наемники могли не знать своего заказчика лично? А что если бы он им не заплатил? Группа Волкодава разделилась на группу Альфа с Ярлом и группу самого Волкодава. Бойцов Альфы постигла печальная участь. Они были раскромсаны бродягой, который после сигнала стал монолитовцем. И уж очень не просто так пошел к самому доктору. Все бойцы группы Альфа погибли, в том числе и наемник Ярл. Скиф находит его тяжело раненым, но уже слишком поздно, чтобы спасти. Ярл призывает Скифа помочь Волкодаву, но тут сказывается нехватка коммуникации. Волкодав принимает Скифа за союзника доктора. Все это оборачивается еще большей трагедией. Наемники Волкодава, как и он сам, умирают от рук Скифа, а псевдодоктор Фауст празднует свой триумф. Дьяволизм Фауста подчеркивает и тот факт, как успешно он использует своего старого противника-бродягу, держа при себе, как ручного песика. А Стрелок снова остается ни с чем. Позже, понимая, что кроме Скифа с этой задачей не справится никто, он отправляет на убийство доктора лично Женечку. Но исход данной затеи остается полностью на выбор игрока. Если мы оставим доктора в живых, то окончательно заруиним все планы Стрелка. Итог. 4-я связь Стрелка с наймами. Группа Волкодава Ярла. Задача — убить доктора. Причина провала — непрофессионализм наемников, отсутствие должного опыта в борьбе с монолитовцами, коим был бродяга, и Фауст, а также Скиф, который оказался не в то время, не в том месте. Мы не знаем до конца, знали ли наемники о своем заказчике Стрелке и видели ли они его лицо хоть раз в своей жизни. Не знаем и о том, как Стрелку удалось их так ловко надурить, да и планировал ли он вообще им платить. Но знаем точно, что Стрелок грамотно воспользовался ситуацией и решил осуществить свои планы чужими руками. Вот почему его выпад в адрес доктора о том, что тот хочет исправить свои ошибки чужими руками, звучит так лицемерно и неискренне. Ведь он сам пользовался услугами наемников. Хоть по итогу Стрелок оказывается прав, и под личиной доктора скрывалось нечто поопаснее, с чем не могли справиться даже опытные наемники. Про Фауста и его путь в зоне у меня уже был отдельный выпуск на прошлой неделе. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. А что до Стрелка, то вывод напрашивается сам собой. Не доверяй свои планы чужим, тем, кого ты вообще не знаешь и в ком не можешь быть уверен на 100%. Связался с наймами, а те оказались на удивление неподготовленными, пали жертвой бомжа Скифа, а Фауст выиграл драгоценное время. Доверил убийство доктора Фауста Скифу, но ты смотри, а то вместо доктора он прикончит тебя самого. Лучше бы Стрелок ограничился Рихтером и Дегтяревым. Но напоследок проясним, что не все наемники были связаны со Стрелком. Леший, первый найм, которого мы встречаем в игре, в малой зоне,
выполнял заказ Варана на убийство Локтя. Вполне успешно, ведь Локоть был убит, и его труп валяется на складе ГСМ. Що тут сталося? Моль мутил со свободовцами, но их встреча в районе депо Ростка была прервана кровососом. Свободовцы наняли Моль для убийства сталкеров в деревне Новичков. Судьба и Лешего, и Моли дается на откуп игроку. Мораль? Ні. Просто прикінчу тебе як собаку. Хох из чистого неба выполнял поручение полуденца Дубнова на устранение всех попавших под воздействие контролера на станции переработки отходов, то есть полуденца Синяя и Скифа, как свидетеля. В результате с ним расправляется Скиф и Джампер. Вряд ли со Стрелком связаны наемники, которые дежурят у контейнера с зомби на градирнях. Сомневаюсь, что к его планам был причастен снайпер-наемник на котельне городка Чернобыль-2 или наемники на территории воинской части Дуги. То же касается рандомных наймов, которые устраивают засады Скифу при обыске тайника в складе Долга у карьера или тайника в поселке Лесном или в других местах. Возможно, я еще сделаю видео про такие тайники с засадами наемников в дальнейшем. Однако все те наемники, которых использовал Стрелок, погибли. Их всех переварила зона. Несмотря даже на тот факт, что среди них было много профессионалов. Стрелок остался ни с чем. Ни один эпизод его взаимодействия с наймами не увенчался успехом. По итогу, будут ли реализованы планы Стрелка, зависит только от Скифа. И без того бедственное положение наемников в зоне, в ходе их сотрудничества со Стрелком, вне зависимости от того, знали они о нем или нет, привело к почти тотальному краху группировки и гибели ключевых лидеров, спецов, Грифа, Волкодава, Ярла, Шкіпера і других. Найманці, які тут нещодавно з'явилися. Хто зна, що йому голову стрельне? Найманці люди нормальні, не гані. Їм платять, вони роблять. А сивого його спеціально так порізали, щоб довше мучився. Приходили нещодавно. Питали, як його знайти, де востаннє його бачили. Я розповів, що міг, особливо за ті гроші, що вони запропонували. Знав би, що з цього вийде, хліборізку, як Шершень каже, підзавалив би.